Доброе утро, Стоп Гейм! Не буду вас мучить календарем, вам еще целые сутки пережить как-то надо. В эфире Инфакт. Кейичиро Тояма, изначальный создатель Silent Hill, Gravity Rush и Siren, привез на прошедшую PAX West 2024 сразу несколько геймплейных видосов своей новой игры Slitterhead. По городу шастают безобразные монстры Slitterhead, которые скрывают свое истинное обличье под человеческим. И нам, бестелому духу Хёки, предстоит дать им бой и очистить город от зла. Для этого будем использовать каждого встречного поперечного прохожего, вселяясь в его тело, прям как в старенькой Месае, если помните такую. Изучить все три ролика можно по специальной ссылочке из описания, но и релиз игры уже не так далек, обнародовали его недавно и случится он уже 8 ноября на ПК, Xbox Series, PlayStation 5 и на удивление 4. А еще на PAX заглянула Larian Studios в компании своей самой главной звезды, плюшевого медведя Феликса. Разработчики и медведь провели там открытую панель с рассказами о разработке Baldur's Gate 3, из которой, казалось бы, ну что еще мы могли бы не знать, стали известны некоторые первоначальные задумки, что не добрались до продакшена. Наболтали целый час cool story, опять же, ссылка на посмотреть и послушать будет в описании, но знали ли вы, что в игре могло совсем не быть кат-сцен? А вот! Команда долго сомневалась в их необходимости, но в конечном итоге все-таки решила добавить. А когда добавили, поняли, что они вывозят, и так из изначальных 120 человек к концу разработки в штате было уже под 400 лиц, большинство из которых занимались как раз кат-сценами. Говоря о лицах, в какой-то момент разработки авторы решили, что диалоги в игре будут выполнены от первого лица, на манер игр Bethesda вроде Fallout и The Elder Scrolls. А пока размышляли над игровым процессом, штудировали форумы в поисках наиболее подходящего хоумбрю свода правил. Ну, типа, знаете, домашние поблажки из официальных правил ДНД 5 редакции, что лучше всех подходили бы под компьютерные реалии. В какой-то момент у студии даже появился собственный вариант правил. Благо или нет, но от всех этих прелестей по тем или иным причинам разработчики решили отказаться, подарив игровому сообществу одну из самых высоко оцененных компьютерных ролевых игр современности. Возможно, вы помните анонс бумер-шутера в стиле самых первых мультиков про Микки Мауса, что так и назвали «Маус» с припиской PI for Hire. Видимо, частный сыщик по найму. После недавнего трейлера на Gamescom автор PC Gamer захотел пообщаться с создателями игры. Захотел и пообщался, заодно обнародовав несколько примечательных особенностей проекта. Авторы делают особый акцент на том, что это не просто шутер, но и Metroidvania с прокачкой вроде крюка-кошки, улучшенного прохождения мини-игр, детективных элементов и взаимодействия с NPC. К тому же разработчики навыдумывали для игры мрачнухи. Год 1930, город Маусберг переживает экономический кризис. Народ по полной переживает темы, даже сейчас не сошедшие на нет, политические крайности, расовые сегрегации, социальное неравенство. Свой мир создатели называют мрачным, искаженным отражением Америки 50-х. Однако среди интонационных ориентиров вспоминают великого диктатора Чарли Чаплина, что указывает на сатирическую составляющую проекта. До релиза игра должна добраться в следующем году. А работяги из Еврогеймер, в свою очередь, пообщались с несколькими сотрудниками студии Rocksteady, что ответственно за успешную серию Batman Arkham, но и за провальную Suicide Squad Kill the Justice League. И те им признались, что за последний месяц отдел контроля качества студии уменьшился вдвое, а одного из ключевых работников уволили прямо во время отпуска по уходу за ребенком. Причиной официально является отрицательный успех отряда самоубийц, и руководство признало, что эти сокращения негативно отразятся на качестве продукции компании. Да и на самих оставшихся бегемотиков теперь упадет еще больше задач, которые раньше выполняли уволенные. В начале августа материнская компания Rocksteady Warner Bros. Объявила о снижении дохода от игр на 41% после того же самого фиаско. Недавно в Steam обновилась статистика по конфигурациям устройств пользователей, кто на чем играет. И портал The Verge обратил внимание на то, что рейтинг пусть и ожидаемо, но изменился. Если раньше самой популярной операционной системой игроков в Steam была Windows, то теперь же это тоже Windows, но уже 11 вместо 10. Рейтинг выглядит вот так. Буквально 3% разницы, и вот уже Windows 11 целевая платформа для создания игр. По данным The Verge, общая доля Windows 11 на рынке операционных систем к августу 2024 составила около 32%, а общее число пользователей превышает 400 миллионов человек. Комментаторы наши на сайте говорят, что все это заговор, чтобы пересадить нас и контролировать все действия. Узнали? Согласны? Годных команд с лайков много не бывает. Вероятно, именно так решили в Devolver Digital и студия Artificer, которые вот буквально вчера отправили в релиз игру Sumerian 6. Стелс-тактику в антураже Второй мировой, но если бы на стороне тогдашней Германии были демоны.
Под контролем игрока специальный отряд Энигма, который также диковинного состава. Тут у нас и медведь-оборотень, и изгнанный химик, и психолог-эзотерик. А вот их бывший товарищ переметнулся и теперь при помощи таинственной материи Гайстштофф готовится принести победу Третьему рейху. Судя по отзывам, игра получилась не дурной, но и до лучших представителей жанра последних лет не дотягивает. Впрочем, как отмечают рецензенты, с учетом того, что законодатель моды и студия Mimimi Games распалась, это очень крепкий представитель незаслуженно обходящегося без внимания жанра. Чем начали, тем и закончим. Студия Deck Nine Games притащила на PAX West порядка 40 минут геймплея новенькой Life is Strange Double Exposure. Спустя долгие годы серия вернется к своей самой первой протагонистке Макс Колфилд. И, надо сказать, хоть она и повзрослела, а все такая же милаха, как и в первой игре. Разработчики ясно дали понять, что не собираются умалчивать последствия концовок оригинала. Как именно, конечно же, не палят, но с последствиями рокового выбора героине столкнуться придется. В самом начале новой игры можно будет еще раз выбрать этот самый финал, который скажется на сюжете. В качестве новой суперсилы Максина одарили возможностью в любой момент перескакивать в параллельную реальность. Для этого при помощи своеобразного орлиного зрения игроку нужно будет выискивать точки перехода между ними. При этом создатели отмечают, что скакать там можно сколько угодно, но вот сделать это на людях не стоит. Для них героиня просто испарится в воздухе, и это не окей. И также разрабы намекнули, что эта сила будет не единственной в ее арсенале, и со временем появятся и другие. Особый упор сделан на, в этот раз, оригинальные музыки вместо лицензирования кучи треков. Насладиться ею помогут и вернувшиеся дзен-моменты, когда персонаж просто зависает, например, на скамейке под умиротворяющую композицию, позволяя игроку раствориться в этом мгновении и поразмышлять о всяком пережитом. Новая Life is Strange выходит 29 октября. И на этом с новостями все на сегодня. Но лишь в инфакте, потому что на сайте stopgame.ru новостной раздел будет пополняться весь день. А еще там же у нас для вас припасен свеженький кек от Кирилла Анисимова, посвященный летним игровым презентациям и нашим их смотринам. Приятного просмотра и вам, и доброго дня!